Господа, меня зовут Игорь Порох, в эфире обзор финансовых рынков за 240 секунд. С нас контент, с вас лайк и подписка. По основным важным макроэкономическим данным мы видим, что завтра, в четверг и в пятницу будут интересные новости. Особенно завтра индекс инфляции по Германии предполагается, что она будет на уровне 0% за октябрь месяц, хотя предыдущий был 0,3% и инфляция снижается. Далее Федрезерв скажет, даст свою риторику касательно денежно-кредитной политики относительно процентной ставки доллара. Далее в 17:30 запасы сырой нефти. В четверг первичные заявки на пособие по безработице. И снова в четверг вечером Джером Пауэлл выступит со своей риторикой. В пятницу ВВП Великобритании за третий квартал. Кто торгует GBP USD, будьте внимательны, будет интересная волатильность. 13 декабря будет следующее заседание Федрезерва. Предположительно 90,2%, что ставка останется на прежнем уровне. 9,8%, что ставка будет повышена на 25 базисных пунктов. Давайте посмотрим касательно технического анализа. Интересно, что эта предположительная идея была выстроена, когда золото тестировало 1980. Было предположение, что протестируют еще раз 2000 пунктов. Так и случилось, 2000 пунктов протестировали. Сейчас актив корректируется. Для меня первичная основка будет 19.35, 19.40, вот в этом диапазоне. Возможен какой-то откат на ретест 19.80, но в целом ожидаю продолжения снижения в сторону 19.35, 19.40. Это что касается золота. Дикси после какого-то отката в сторону 105.5, ожидаю снижения в сторону 104.4, может быть даже 103.5. S&P останавливающее движение в районе 4370, 44.20. В этом диапазоне, скорее всего, мы увидим какое-то откатное движение в сторону 42.10. Интересно, что здесь может сформироваться левое плечо, голова и правое плечо, если продавцы смогут удержать уровень 42.10 и не дадут возможность, если покупатели смогут удержать этот уровень и вернуть его выше, и не дадут возможность продавцам пробить этот уровень. То есть здесь нужно быть очень внимательным. Склоняюсь к тому, что коррекция будет в сторону 42.10, но здесь покупателям нужно будет удержать этот уровень, чтобы продавцы его не продавили. Потому что в ином случае 40-50 будет движение. NASDAQ, картинка схожая с S&P. Мы сейчас дошли до нисходящей линии тренда, тестируем ее. Движение останавливающее, предположительно будет коррекционное движение. Ну и будем наблюдать, насколько будет эта коррекция. Первичная цель, куда я ожидаю коррекцию после тестирования нисходящей линии тренда, 14750. Капитализация криптовалютного рынка. Ожидаю какое-то боковое движение, может быть еще какой-то закол в сторону 1.32, после чего снижение, и цель у меня будет 1,2 триллиона долларов. По альткоинам возможен какой-то закол еще в сторону 405 миллиардов долларов, после чего буду ожидать добротную коррекцию, как минимум в сторону 365 миллиардов долларов. Видимо, очень сильно такой параболистический рост произошел по капитализации альткоинов. USDT все-таки ожидаю какое-то движение в сторону 6.4, после чего уже какой-то набор силы и рост индекса USDT, доминации USDT. Так, доминация биткоина, видим, что снижается, может быть какой-то откат в сторону 53, а в целом ожидаю 51,8 и даже ниже. Эфировская доминация, ожидается откат в сторону 18%, может быть 18,1%. Стоимость биткоина. Я предполагаю, что будет какой-то сделан перехай 36 тысяч долларов, может быть 36 500, 37 тысяч долларов, после чего ожидаю сильную разгрузку. Примерно будет повторяться вот такая вот картинка и хорошая коррекция в сторону 29 тысяч долларов. По эфиру будет картинка схожа, можем даже подняться в сторону 22 тысяч долларов, 20-20, можем даже в этот диапазон куда-то кольнуть, после чего, скорее всего, будет разгрузка и коррекция по стоимости эфира. На этом буду заканчивать наш обзор. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Желаем вам большого профита, попутного тренда. Всем пока.